Сергей Федорович стоял у входа в приют и докуривал беломор почти до фильтра. Старая привычка, оставшаяся еще с военных лет. Ветер трепал полы поношенного ватника. Ему было за 60, но держался он прямо, крепко, только взгляд выдавал усталость. Он бросил окурок, растер его подошвой и вошел внутрь. В помещении стоял резкий запах, смесь хлорки и собачьей шерсти. Вдоль стен тянулись клетки. В одних псы рвались к решеткам, в других безразлично лежали, а некоторые забивались в углы. Сотрудница приюта, женщина средних лет с уставшим лицом, предложила показать добрых и ласковых. Сергей Федорович почти не слушал. Он медленно шел вдоль рядов, всматриваясь в каждую собаку. Он останавливался, иногда приседал, протягивал руку, но вскоре шел дальше, пока не дошел до самого дальнего угла, где в полумраке сидела серая овчарка. Она не лаяла и не двигалась, просто смотрела в пол. Ребра проступали под свалявшейся шерстью. «Покажите того, кого никто не возьмет», — тихо сказал он. Женщина вздохнула. Пса звали Грей. 5 лет в приюте, несколько укусов, агрессия. Его боялись даже кормить, миску подавали на длинной палке. Когда-то его нашли избитым, полуживым. Он выжил, но стал замкнутым и опасным. Сергей Федорович сел перед клеткой и долго смотрел на пса. Тот сначала не реагировал, потом поднял голову. Их взгляды встретились, пустые, тяжелые, знакомые. Без слов ветеран принял решение. «Беру». Женщина пыталась отговорить, но он уже все решил. Подписал бумаги, взял ответственность на себя. Грею надели намордник, вывели наружу. Пес едва держался на ногах после долгих лет без движения. На улице он остановился, впервые за долгое время почувствовал солнце и ветер. Домой они шли медленно. Сергей Федорович не торопил. Дома он снял намордник, поставил воду и еду. Пес забился в угол и не притронулся к миске. Вечером ветеран сел и начал читать вслух. Голос его был спокойным. Ночью он услышал, как пес все-таки поел. Так началась их жизнь вместе. Первые дни Грей почти не двигался, ел только ночью. Сергей Федорович не давил, просто был рядом, читал, говорил, ждал. Постепенно расстояние между ними сокращалось. Через неделю пес начал есть при свете. Еще через несколько дней позволил прикоснуться к себе. Однажды ветеран заметил клеймо на ухе «Служебная собака». Стало понятно, Грей не просто дворняга, он служил. Позже Сергей Федорович выяснил его историю. Бывший хозяин, пограничник, обвинил пса в гибели брата и выместил на нем боль, побоями, голодом, жестокостью. Ветеран нашел этого человека. Разговор был тяжелым. Сергей Федорович не стал драться, но ясно дал понять, пес теперь не вернется. Однако бывший хозяин не успокоился. Он приходил, угрожал, пытался забрать собаку силой. Но Грей, еще недавно сломленный, встал на защиту нового хозяина. Не нападал без причины, просто стоял между ними, уверенно и спокойно. Со временем ситуация разрешилась через милицию. Право осталось за Сергеем Федоровичем. А Грей все больше менялся, окреп, стал спокойным, начал доверять людям. Однажды ночью случился пожар у соседки, пожилой женщины. Огонь быстро охватил дом. Сергей Федорович пытался попасть внутрь, но дым не давал. И тогда Грей сам прыгнул в окно. Минуты тянулись бесконечно. Потом он появился, тащил женщину, почти без сил, но не отпуская. Ветеран помог вытащить ее наружу. Пес обжег лапы, надышался дымом, но выжил. Соседку спасли. После этого о Грее узнали все. Его называли героем. Но для Сергея Федоровича это было очевидно и без слов. Пес не был злым, он просто был сломан. Через некоторое время бывший хозяин пришел снова, но уже другим. Он извинился, искренне, без злости. Грей не подошел к нему, но и не проявил агрессии. Просто остался рядом с тем, кому теперь доверял. Жизнь постепенно вошла в спокойное русло. По вечерам Сергей Федорович сидел на крыльце, курил и смотрел на закат. Грей лежал рядом. Иногда ветеран говорил вслух о прошлом, о жизни. И понимал, все не закончилось тогда, после войны и потерь. Просто нужно было время. Они оба получили второй шанс и не упустили его.